Всем привет, друзья! В это субботнее солнечное утро мы в составе 4 автомобилей отправляемся на исследование одного очень интересного маршрута. Вон тот Pajero Sport раньше был в том месте, куда мы едем, но не решился ехать туда в одиночку, потому что была вероятность застрять и выехать потом будет проблематично, а тем более там нет связи. Ну и ближайший населенный пункт достаточно находится в большом удалении. Поэтому вот эти 4 автомобиля: Lexus 570, Toyota Cygnus, это праворульный аналог Lexus, Pajero Sport и подготовленный FJ. На этих 4 автомобилях мы отправимся и посмотрим, насколько сложным был тот участок. Ну а если будет что-то интересное, то обязательно запишу на видео и покажу вам. Итак, погнали! Ну вот мы доехали до города Копчега, это порядка 70 километров от города Алматы. И FJ Cruiser поехал на заправку для того, чтобы залить полный бак. Потому что очень скоро уже начнется участок с пересеченной местностью. А как вы знаете, на пересеченной местности всегда повышенный расход топлива. Для понимания, вот такая температура на улице. 31 градус. Вот, ребята, весь кайф внедорожников, вот ехать на такой дороге. Мы едем сейчас 80 километров в час, машина подскакивает. Вот, покрытие без ям, но с кочками. Ну, кочки такие пологие, приятные. Машина аж подпрыгивает местами, там пару раз мы пробили. Оп-оп, сейчас будет, нормально. Вот это кайф. На кроссовере так не получится однозначно. Мы доехали до первого более-менее интересного подъема. Здесь достаточно ветрено. И обратите внимание на перепад высоты. И усугубляется ситуация тем, что покрытие каменистое, мелкие камни, соответственно, зацеп будет не самый лучший. Я знаю, ваша девяточка здесь, конечно же, легко проедет с приорой на пару, но посмотрим, как будут проезжать эти внедорожники. Так, первым у нас едет Pajero Sport, дизель, просто полный привод и коробка в положении драйв. Даже задняя блокировка не позволяет ему подняться. В итоге Pajero Sport берет левее и проезжает по более пологой траектории. Но это еще не все, так как далее еще один подъем. Под колесами камни, вылетающие во все стороны, и автомобилю нужно взобраться на импровизированную ступень. Так, теперь FJ Cruiser едет вроде как только на заднем приводе. И здесь задний привод закончился, начинается полный привод. FJ Cruiser, так же как и Pajero Sport, проезжает несколько левее основного препятствия. Плюс у него явно больше хода, что позволяет ему буквально проскакивать неровности. Да так, что он практически не замечает ступеньку. Теперь смотрим проезд Lexus 570. Видимо, народ не стал искать сложных путей, объезжая неровность по левой стороне. Поэтому давайте посмотрим, как Lexus будет проезжать следующее препятствие. Обратите внимание, как 570 замер, едва преодолев яму. Большой запас мощности плюс умный полный привод позволяет ему уверенно продолжить движение. Так, 570 благополучно проехал, продемонстрировав нам великолепную работу полного привода. Теперь смотрим, как едет соточка. И у нас первая загвоздочка.
В первой попытке, несмотря что автомобиль едет, держась с левой стороны, полный привод Сигнуса не справляется с поставленной задачей. То же самое повторяется и во второй попытке. Все, теперь пробует с разгона. И по более пологой траектории преодолевает диагональное вывешивание. И направляется к следующему препятствию. И здесь будет наглядная разница с 570-м. Шум ветра мешает, но разобрать можно. Слышно, как двигатель работает на повышенных оборотах, но машина практически не движется. Эта особенность или неисправность данного автомобиля еще проявит себя на дальнейших испытаниях. Бампер, смотри, чуть-чуть не задевает. Бампер, ух, как это было опасно. И вот момент истины. Вспомните, как вел себя 570-й, оказавшись в точно такой же ситуации. В случае с Сигнусом результат у вас на экране. Лишь набрав небольшой разгон, автомобиль смог преодолеть данное препятствие. Продолжение маршрута. Вы видите здесь камни, подъем. Самый что ни на есть настоящий скальник. И неподготовленному внедорожнику здесь будет непросто. И есть риск повредить колеса, повредить пороги. В общем, посмотрим, проверим психологическую проходимость водителей. Первый автомобиль пошел, Паджеро. Естественно, полный привод. И вот у нас вот такая вот узкий проезд, каменистый. Ну, с перепадом высоты вы видите, да, какой здесь перепад. Все усугубляется скользким камнем еще. Ну, собственно, вот вы увидели, насколько коварен скальник. Вторая попытка, и водитель берет чуть-чуть правее, чтобы камни, оказавшиеся под правыми колесами в первой попытке, теперь остались под машиной. Но у каждой медали есть обратная сторона. Внимание на экран. О, это было больно. То вот этот звук, который вы слышали, это был порог. Ну, чуть-чуть замяло его. Интересно посмотреть, как проедут большие внедорожники, потому что есть риск, конечно, повредить пороги, и там так легко не отделаешься. Так, ну давайте теперь FJ, у него больше запас по дорожному просвету. Посмотрим, как он проезжает. FJ Cruiser идет по той же траектории, что и Pajero Sport. За счет более цепких шин он чуть меньше буксует у самой вершины. На финише водитель берет левее и не допускает контакта порогов с скальной породой. Ну все, 570 активировал все свои внедорожные фишки. И посмотрим, как он будет ехать. Большому 570-му здесь явно будет сложнее, чем предыдущим двум участникам. Он длиннее, он шире, и у него хрупкие пластиковые пороги, которые уж точно не предназначены для контактной борьбы с камнем. По этой причине автомобиль едет по левой стороне, а умный полный привод распределяет крутящий момент, не допуская сильной пробуксовки колес, оказывающихся на россыпи камней. Ровно делай. Ровно, не поворачивай, ровно. В итоге, с ювелирной точностью, большой 570 буквально по сантиметру двигается вперед, благополучно завершая восхождение на этот непростой подъем. Так, теперь у нас едет Toyota, праворульный Toyota Land Cruiser. На самом деле, неправильно называть Toyota Cygnus праворульным Land Cruiser. Если быть точным, то это праворульная версия Lexus LX 470, который был недоступен для японского рынка. Лишь в 2005 году Toyota вывела свой премиальный бренд Lexus на внутренний рынок Японии. Он тебя может не видеть, руки выше подними, не видит за капотом тебя.
Да, здесь выявился следующая ситуация. Видимо, износ гидротрансформатора не позволяет передавать достаточно крутящий момент на трансмиссию. То есть обороты двигателя растут, но машина не двигается вперед. Издержки подержанных автомобилей. Вот здесь, видите, он выкопал яму, теперь подниматься ему будет проблематично. Потому что есть риск задеть бампером, когда передним колесом он туда нырнет. И вот этот низкий бампер он может повредить. Трудно говорить о равноценном сравнении прохождения данного препятствия 570 и Сигнусом, ввиду некоторых технических особенностей или, возможно, неисправности Toyota. Надо бы приехать сюда на стоковой сотке для того, чтобы расставить все точки над «и». А пока смотрим, как большой белый внедорожник пытается подняться по скользкому подъему. На данный момент могу сделать лишь один вывод. Полный привод 570-го работает более эффективно, так как на этом же подъеме у него практически не было пробуксовок. При том, что на Lexus стоят шоссейные шины. Ну все, соточка благополучно преодолела, едем дальше. Мы решили посмотреть, куда ведет дорога дальше. Как видите, здесь еще больше камней, очень высокий угол. И вот оно самое интересное. То есть рыхлый скальник с очень крутым углом. Мне кажется, что 570 сюда уже, наверное, не поедет. Чтобы вы понимали перепад высоты, мы находимся наверху, а вон там находится человек, это внизу, там, где стоят наши машины. И вон там дорога, по которой мы приехали. Ну а пока мы идем обратно к автомобилям, напишите в комментариях, за кого вы болеете, какой автомобиль наиболее лучше себя проявит на таком сложном участке. Здесь будет очень много пробуксовки, здесь обязательно нужно активировать полный привод и прочие внедорожные атрибуты, потому что просто так этот подъем не дастся. Даже идти, как вы слышите, я подскальзываюсь на камнях, потому что тут реально очень сложный рельеф и опасный. И следующий участок, затяжной подъем с несколькими диагональными вывешиваниями, который усугубляется тем, что скальник, много маленьких камней, которые так и норовят вылететь из-под колес, от чего сцепление с грунтом, естественно, становится существенно хуже. И первым отправляется Toyota FJ Cruiser, самый короткий и самый подготовленный автомобиль из всей нашей группы. Активировав полный привод, FJ уверенно проходит всю дистанцию с небольшой пробуксовкой на финальном левом повороте. Возможно, вам может показаться, что данный участок не представляет особой сложности, но рекомендую дождаться проезда остальных участников. Теперь едет Lexus 570, посмотрим, как у него получится. Учитывая, что у него не злая резина и очень мягкие декоративные пороги, которые очень не хочется повредить. Полная противоположность предыдущему участнику. Большая база, длинные свесы и шоссейная резина. Это все про Lexus LX 570. И если FJ Cruiser играючи преодолел данное препятствие, то Lexus уже на первом повороте потребовал повышенного внимания. Большая габаритная длина внесла свои корректировки, но здесь стоит отметить хорошую работу системы полного привода. Даже несмотря на скользкие камни под колесами, система не допускает активной пробуксовки, а балансирует на грани максимальной эффективности. Пока нет. Все, и до конца наверх. Следующий участник Toyota Cygnus. Дополнительным ограничивающим фактором стал незаводской передний бампер, который внес свои корректировки в геометрическую проходимость. Не откладывая в дальний ящик, уже на первом повороте удалось проверить его на прочность.
Бампер очень-очень близко. Смотрите, как есть вероятность задеть его. Этот участок стал еще одной наглядной демонстрацией разницы и прогресса системы полного привода у Toyota. Там, где 570 проезжал с небольшой пробуксовкой, видно, что Сигнусу эти же препятствия даются куда сложнее. Возможно, свою лепту вносит и резина. Я напомню, что у Lexus шоссейный Nokian, а у Сигнуса изрядно изношенный зимний Bridgestone. Так, ну а теперь смотрим заезд Pajero Sport. Лифт, злая резина. Но я думаю, здесь у него все легко и непринужденно преодолеет. Я напомню, что у Pajero Sport есть межосевая и задняя межколесные блокировки. Сейчас автомобиль едет только заблокированной межосевой блокировкой. У Pajero Sport 2 есть система электронных имитаций межколесных блокировок, но она не такая продвинутая, как у того же 570. Поэтому мы видим, как загруженное переднее правое колесо стоит без движения, в то время как переднее левое колесо активно пробуксовывает. Итог по проезду Pajero Sport. За счет меньших габаритов и лучшей геометрической проходимости Pajero Sport проехал лучше 570 и Сигнуса. Но если судить о работе полного привода, то здесь Pajero Sport хуже 570 и примерно так же, как Toyota Signus. Ну что ж, вы посмотрели, как проезжали данный подъем 4 автомобиля. Напишите в комментариях, проезд какого автомобиля вам показался наиболее интересным и зрелищным. А мы едем дальше. Собственно, выезжая от реки уже непосредственно к дороге, в направлении дома, мы столкнулись с тем, что нам нужно преодолеть вот этот затяжной песчаный подъем. Вы видите, какой перепад высоты при одинаковом горизонте. Pajero Sport ехал, а температура охлаждающей жидкости дошла до 107 градусов. Коробка тоже начала греться. Но в итоге он остановился, дальше не может ехать, буксует. 570 шел, не хватило сил, закапываться стал. И FJ вот сейчас идет с разгона. Посмотрим, что у него получится. На самом деле видео абсолютно не передает угол уклона, а также характер покрытия. Если во всех предыдущих испытаниях мы боролись со скальной породой, то теперь будет песок. Очень много песка. Да так, что ни один стандартный автомобиль из нашей четверки не смог покорить подъем с первой попытки. Посмотрим, что получится у FJ Cruiser. Как я уже говорил ранее, у него много доработок, включая злую резину, доработанную подвеску и блокировки. Сейчас отлично видно, насколько рыхлый песок. FJ активно гребет всеми колесами, но слышно, как падают обороты двигателя, и машина вот-вот встанет. Ну, собственно, вот и все. А подъем еще не заканчивается, и более того, он становится круче. Но FJ борется. Такое ощущение, будто у FJ открылось второе дыхание. Машина не перестает выкидывать из-под колес клубы песка. Пока он карабкается вверх, напишите в комментариях свое мнение. Сможет ли забраться FJ Cruiser на вершину или же встанет, закопавшись в песке. Смотри, не сдается? Крадется, потихонечку уходит вдаль, уходит, поднимается. Вот смотрите, где FJ и где Pajero Sport. Мне кажется, он сейчас доедет до конца. Ну все, можно считать, что он заехал. Все, теперь ждем, когда доедут наши все остальные участники. Вот такой вот шикарный панорамный вид открывается с вершины горы, откуда я веду съемку. Позади меня тот самый затяжной песчаный подъем, который не так уж легко преодолеть на обычном неподготовленном автомобиле. Так, Pajero Sport на стравленной резине значительно увереннее двигается по подъему.
Вот, собственно, весь подъем. И сейчас у нас едет следующий автомобиль. А это у нас Lexus крадется потихонечку на стравленной резине. Уверенный, размеренный подъем. Посмотрим, что будет дальше. Дальше, потому что становится более крутой подъем, соответственно, машине ехать сложнее. Но здесь и более мощный двигатель. Под капотом данного автомобиля разместился могучий V8 объемом 5,7 литра и мощностью 367 сил. Крутящий момент в 530 ньютон-метров передается через шестиступенчатую автоматическую коробку передач на все 4 колеса, так как у автомобиля постоянный полный привод. Темп движения замедлился, больше пробуксовок стало видно, но машина пока едет. Все, больше пробуксовка и Lexus встал. Для понимания, это вот середина подъема. Так, Lexus отъехал подальше и, видимо, режим газ в пол. Водитель Lexus меняет тактику. Даже стравленная резина не позволила проехать по основной колее, где песок стал более рыхлым и предельно сложным для преодоления. Поэтому во второй попытке Lexus едет правее основного маршрута, где песок более плотный, а значит колеса в нем меньше закапываются, что обеспечивает уверенное движение вверх. Давайте посмотрим, сможет ли 570 сохранить темп до конца дистанции, или же закопается в песке ввиду большой массы. Вы смотрите, как он уверенно поднимается вверх. Прям кажется, что вот сейчас он уже остановится, но потом раз, новый рывок, и машина все выше и выше потихонечку поднимается по подъему. А вот и финишная прямая. Да, Lexus 570 смог в натяг подняться на этот затяжной песчаный холм. Отлично слышен звук нагруженного двигателя, а также очень хорошо виден угол подъема. А это у нас сотка 470 Signet вообще называется, Toyota Signet. Никакой он не Signet. Правильное название Toyota Land Cruiser Cygnus. Конструктивно он идентичен Lexus LX 470. И так же как 470 он имеет гидравлическую подвеску. Но вернемся к нашему подъему. На удивление, на данном препятствии Cygnus показывает невиданную прыть. Вот вам старая соточка показала высший класс. Буквально с хода, с одной попытки сразу же залетела на вершину. Ну, собственно, на этом мы и заканчиваем. Специально для тех, кто будет говорить, что FJ Cruiser проехал, потому что он ехал первым, ему было легко. Сейчас мы спускаем автомобиль, и он проедет еще раз. Динамичный разгон. Слышно, как ревет мотор. И ждем появления автомобиля. Ух, как хорошо идет. Главное сохранить эту динамику теперь до конца подъема. Здесь отлично виден уклон. Я убедился на личном опыте. По нему не то чтобы ехать на внедорожнике, по нему трудно просто идти пешком. И сейчас мы смотрим на второй контрольный подъем FJ Cruiser. Внимательный зритель отметит, что FJ едет левее основной колеи. А все потому, что примерно на середине дистанции в колее будет не только рыхлый песок, там еще и ямы, выкопанные буксовавшими автомобилями. В итоге проехать этот участок даже с хорошим разгоном – большая удача. Поэтому, не желая испытывать судьбу, мы покоряли подъем по обеим сторонам от основной колеи. Да, он смог это сделать. FJ таки покорил этот подъем. Чтобы вы понимали, по какому покрытию надо было ехать автомобилем, ну вот видно, как ноги прям проваливаются в песок. И он очень сухой, очень рыхлый. И двигаться по нему действительно очень сложно. Короткий отзыв по автомобилям. Pajero Sport, в принципе, злая резина, небольшой лифт. Ну, практически все препятствия машина проехала уверенно. Причем порогом задела обскальник, но благо, как бы, ничего страшного. 570 реально удивил, потому что это абсолютно стандартная машина, причем еще и в спорт-пакете на больших 20-х колесах. Благополучно проехал все препятствия и
я был, честно, удивлен. Причем очень наглядно была продемонстрирована работа полного привода, потому что с нами в команде был Cygnus. Ну, по сути, это Lexus 570, только для Японии, то есть автомобиль праворульный. Здесь были какие-то проблемы не то с гидромуфтой, не то с коробкой передач, потому что были ситуации, когда водитель давит педаль газа, но колеса не крутятся, то есть момент от мотора не передается на колеса. Ну и было видно, как работает система полного привода, особенно на контрасте с 570-м Lexus. А касательно FJ Cruiser, здесь, в принципе, все понятно. Автомобиль подготовлен для внедорожья, у него есть блокировки, у него подвеска, у него злая резина, поэтому он легко и непринужденно преодолевал все препятствия. Ну что ж, друзья, вы посмотрели, как 4 автомобиля преодолевали 4 препятствия. А теперь я попрошу вас сделать 4 действия. Первое. Написать, какое препятствие было наиболее зрелищным и интересным. Второе. Написать, какой автомобиль вас удивил, а от какого автомобиля вы ожидали большего. Третье. Написать, какие 4 автомобиля в следующий раз должны проехать эти 4 препятствия. И четвертое. Обязательно подписаться на мой канал, потому что здесь только качественный контент с пересеченной местности. С вами был Диас. До скорой встречи.